Вчера завершился очередной суд, связанный с резонансным делом об избиении женщины силовиком на парковке в Жодино в сентябре прошлого года. Однако на скамье подсудимых оказался вовсе не агрессор Николай Барановский, который одним ударом свалил пострадавшую с ног. Самый честный и справедливый суд привлек к уголовной ответственности по статье о насилии в отношении сотрудника милиции 29-летнего кладовщика Дмитрия Янковского. Парень был свидетелем инцидента и пытался помочь избитой женщине, в результате чего лишь дотронулся до Барановского. Суд оценил такой поступок в адрес представителя белорусской касты неприкасаемых в 1 год лишения свободы в колонии общего режима. На слушании адвокат обвиняемого отметил, что каждого из нас с детства учат защищать стариков, детей и женщин, и Дмитрий поступил по совести. Более того, закон предписывает пресекать противоправные действия, а как иначе расценить жестокое избиение женщины. Впрочем, адекватные доводы на судью не возымели никакого эффекта. Напомним, что по этому инциденту возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Анастасии Гирилович, которая после случившегося сорвала маску с Барановского. Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы. При этом в действиях самого истязателя Следственный комитет ничего противоправного не нашел. Очередной цирк Шапито с задержанием особо опасных преступников разыграли в МВД Мозыря. 4 мая были задержаны 11 человек, которые 11 августа принимали участие в протестной акции. По версии МВД, в этот день на бульваре Юности задержанные распыляли в так называемых правоохранителей газовые баллончики и бросали в них камни, в результате чего пострадал 1 человек, а также были повреждены служебные авто. 10 из задержанных МВД называет местной околофутбольной группировкой праворадикальной направленности. А дальше все по классике. 6 из задержанных безработные, 4 ранее судимы за кражи, грабежи, хулиганство. Странно, что наркоманами не назвали. Интересно, что информация о пострадавших силовиках появляется практически каждый день. А вот по факту убийств и насилия в отношении мирных граждан со стороны силовиков до сих пор не возбуждено ни одно уголовное дело. Важно отметить, что белорусские власти словно мантру повторяют, что основную движущую силу протестов составляют ранее судимые люди, анархисты и футбольные фанаты. Последние после так называемых президентских выборов чаще всего подвергаются необоснованным репрессиям. 3 и вовсе были найдены убитыми при очень странных обстоятельствах. Среди них известный болельщик Молодечной Никита Кривцов, который был найден повешенным в Минском лесу. Многие связывают эту смерть с протестами, так как Никита активно выступал против действующей власти. А недавно футбольные фанаты Беларуси и вовсе объявили бойкот матчей из-за политической ситуации в стране. Незаконная власть запретила белорусским предпринимателям покупать за наличные товар за границей. Соответствующее постановление Совмина вступает в силу с 9 июля. Отметим, что подобное предписание существовало и раньше, однако оно не распространялось на мелкие партии товара, которые стоили до 100 базовых величин в эквиваленте. Однако теперь даже покупку условной пары носков и нескольких кофточек на московском садоводе придется проводить по безналу, на что поставщики вряд ли согласятся. По словам председателя общественного объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко, новый запрет отразится как на самом малом бизнесе, так и на покупателях. Ведь расходы на объем товара не критичны только для фирм, которые возят крупные партии. А вот в случае с мелким оптом расходы порой равны стоимости товаров и могут вести к двойному повышению цен. Представители бизнеса ожидают, что в таких условиях начнется активное развитие теневого сектора. Вероятно, режим в попытках удержать на плаву хоть какую-то часть загибающихся предприятий пытается таким образом задавить конкурентов, по иронии собственных налогоплательщиков. Как водится, пока чиновники занимаются демонстрацией силы, а ИПшники пытаются хоть как-то выживать, поднимая цены на свои товары, обычным покупателям остается выбирать: взять дешевую пижаму с ОМОНовским принтом от Куполинки или что-то приличной расцветки участника, переплачивая за это втридорога. Белорусское правительство нашло способ спасения утопающих в убытках предприятий «Белшина» и «Лакокраска», которые, к тому же, недавно попали под санкции США. Чиновники решили, что от гениальной лукономики должны страдать не только белорусские предприятия, но и потребители. Поэтому госзакупки красок и лаков теперь возможны только с ОАО «Лакокраска», а новых шин и резиновых камер только у ОАО «Белшина». Теперь процедура закупок будет реализовываться только из одного источника. Важно отметить, что почти год назад предприятие «Белшина» было вынуждено полностью остановить 3 своих завода. Связано это с переполненными складами покрышек. Кроме того, работники предприятия неоднократно жаловались на сокращение зарплат и перевод на 2/3 оклада из-за тяжелой финансовой ситуации на заводе. Видимо, нелегитимная власть решила помочь предприятию вручную, лишив при этом всех выбора и альтернативы на рынке.
Если люди не хотят добровольно идти на официальное мероприятие, всегда можно подключить административный ресурс. Такой классической схеме в духе советских традиций неустанно следует режим. Причем прошлое воспроизводится вплоть до мелочей. К примеру, Минский машиностроительный лицей номер 3 в век скоростного интернета и прочих высоких технологий пришла телефонограмма из администрации Партизанского района. С помощью архаичного способа связи чиновники передали разнарядку по количеству учащихся и преподавателей, которых в обязательном порядке нужно согнать на мероприятие 7 и 9 мая. В частности, там были перечислены поименно сотрудники, которые должны явиться на концерт ко Дворцу Республики, а также на возложение цветов на Площади Победы. Массовку из учащихся лицея, в свою очередь, в обязательном порядке нужно согнать на чествование государственного флага и герба. При этом ответственным за выполнение распоряжения назначен педагог-психолог. Вероятно, даже сами члены администрации понимают, что после увиденного этот специалист может понадобиться детям. Но как бы ни старались приспешники режима обратить всех к Туебате как можно больше людей, очевидно одно – настоящий патриотизм живет в сердце, навязать его из-под палки у них вряд ли получится. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!